Мужчина спасает тонущего львенка, а затем львица делает нечто неожиданное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Однажды ранним утром на курорте у озера Виктория, неподалеку от национального парка Серенгети в Танзании, Адиса Киньята и Малик Окейло разбивали лагерь. Золотистые лучи восходящего солнца пробивались сквозь густые кроны акаций, отражаясь в шумном ручье и создавая величественную и живописную картину природы. Легкий туман над водой придавал пейзажу мягкость и некую мистичность. Они только что зажгли походную печь, чтобы приготовить обед, как вдруг среди звуков воды донесся слабый и едва различимый крик. Звук повторялся с паузами и эхом разносился по долине. Он напоминал плач котенка, но был более протяжным и наполненным отчаянием. Таким отчаянием, которое пронзало до глубины души и вызывало внутреннее беспокойство у каждого. Кто слышал его. Адиса и Малик переглянулись. В их глазах смешались тревога и любопытство. Не раздумывая, они покинули палатку и отправились на поиски источника звука, прихватив фонарь и веревку, которые обычно брали с собой в походы. Они шли по узкой тропе вдоль берега, осторожно перешагивая через колючие кусты, которые росли прямо у самой кромки воды, и стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть возможную дичь и не привлечь нежелательного внимания диких животных. С каждым шагом крик становился все громче, все отчетливее, перекрывая шум потока, разбивающегося о большие валуны в русле. Птицы внезапно замолчали, и казалось, что сама природа затаила дыхание. Достигнув небольшой поляны у воды, они внезапно остановились, пораженные увиденным. На мокром скользком камне посреди бурного ручья дрожал маленький львенок. Он жалобно кричал. Его круглые глаза метались из стороны в сторону, словно в отчаянной попытке найти силуэт матери. Лапки малыша скользили по камню, а вода то и дело накрывала его корпус, заставляя его с трудом удерживаться на поверхности Адиса, и Малик быстро оглядели местность, пытаясь заметить следы взрослой львицы поблизости. Искали распаханные тропы, следы на мягкой почве и признаки присутствия взрослого животного. Следов не было, но их инстинкт осторожности подсказывал, что они все еще находятся в потенциально опасной ситуации. Недалеко могли быть не только львицы, но и другие хищники или агрессивные самцы. Оба сделали несколько шагов назад, обменялись быстрыми взглядами и короткими шепотами, обсуждая, что делать дальше, вызывать рейнджеров и ждать их, что могло занять несколько часов, или попытаться действовать немедленно, рискуя собственной безопасностью ради жизни малыша. Адиса достал мобильный телефон и позвонил на станцию рейнджеров парка Серенгети, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации и получить инструкции. На другом конце провода ответил Даниэль Мтемба. Он выслушал все, уточнил координаты и сообщил, что они находятся более чем в 2 часах езды от базы. Дорога была труднопроходимой и закрытой для скорого проезда. Он также предупредил, что львица может быть где-то рядом, и приближаться к детенышу крайне опасно. Взрослые самки ревностно охраняют свое потомство и могут воспринять присутствие людей как угрозу. Тем временем львенок продолжал шататься на камне, и мощные волны без конца разбивались о его лапы. Его шерсть прилипла к коже, а с тела непрерывно стекали капли в бесконечный поток, оставляя за собой блестящие дорожки. Малик посмотрел на Адису с тревогой. Мысль о том, что им придется ждать 2 часа, терзала его. В любой момент ситуация могла закончиться трагедией. Они обсуждали варианты: ждать и держать дистанцию, чтобы не отпугнуть мать, или рискнуть и спасти детеныша здесь и сейчас. Они решили действовать немедленно, пока надежда не исчезла окончательно. Адиса быстро снял куртку и отдал ее Малику. Затем сделал первый шаг на опасный край воды. Его лицо было сосредоточенным. Видна была решимость на любое действие ради спасения.
Сильное течение делало каждый его шаг тяжелым и рискованным. Камни под ногами были скользкими. Поток нес усиливающуюся силу, которая могла сбить с ног любого, кто будет неосторожен. Малик стоял на берегу, не отрывая взгляда от друга, готовый прийти на помощь в любую секунду и вытащить его, если что-то пойдет не так. Адиса осторожно продвигался вперед, цепляясь руками и ногами за скользкие камни, чтобы не потерять равновесие и не оказаться во власти потока. Каждое движение требовало точности и силы. Увидев приближающегося человека, львенок от страха пригнулся и опустил уши. Его зрачки расширились. Адиса начал тихо и мягко говорить, стараясь успокоить малыша и вселить уверенность. Его голос был тихим и ровным, без резких интонаций. Он говорил ласковые слова, будто с маленьким котенком. Будто почувствовав добрые намерения и тональность, львенок перестал отступать, а паника в его глазах начала исчезать. Адиса подошел ближе, осторожно положил руку на его спину и ощутил дрожь маленького тела и учащенное дыхание. Каждая грудная клетка вздымалась, все еще трепеща от страха и холода. Он крепко прижал львенка к себе одной рукой, а другой удерживался за камень, чтобы развернуться и двинуться назад. Волны все еще били по его лицу и телу, но он оставался неустрашимым, сосредоточив взгляд на берегу и на том, чтобы не упустить малыша. Малик присел и протянул руки, чтобы подхватить друга с ношей. После нескольких последних шагов они вдвоем вытащили детеныша на берег и положили его на землю в стороне от струй воды. С шерсти львенка непрерывно стекали потоки воды, оставляя на земле мокрые пятна и влажный след. Адиса быстро развернул полотенце и начал тщательно вытирать каждую часть маленького тела. Сначала голова, затем спина, лапки, живот, уделяя внимание местам, где ледяная вода и ветхий холод могли вызвать переохлаждение. Малик все это время следил за окрестностями, ожидая в любой момент появления львицы или других животных. Затем Адиса бросился в палатку и достал из рюкзака нераспечатанный пакет молока, который они везли про запас на случай долгой дороги или голодных чащ. Он налил его в миску и поставил перед львенком. Малыш сначала недоверчиво понюхал, а потом жадно начал пить, глоток за глотком, как будто восполнял потерянную энергию и тепло. Тихий звук его глотания разносился в воздухе, гармонируя со звуками ручья и шорохом листьев. Адиса сел рядом и нежно поглаживал его по спине, чувствуя, как дыхание постепенно успокаивается, а сердце бьется все ровнее. Мышцы расслабились, и у малыша появилась надежда на восстановление. Через 2 часа со стороны лесной тропы послышался звук автомобиля. Появились Даниэль Мтемба и Патрик Нгиги. Они привезли специальную клетку для транспортировки диких животных и оборудование для оказания первой помощи. Рейнджеры тепло поприветствовали Адису и Малика, выслушав рассказ о том, как был найден львенок. Их лица выражали и профессионализм, и искреннюю радость от того, что ребенок спасен. Даниэль объяснил, что это место находится всего в 2 километрах от ограждения заповедника, а значит, вероятность того, что детеныш попал сюда случайно, достаточно высока. Патрик предположил, что детеныш мог перелезть через забор, следуя за любопытством, или что мать по каким-то причинам была вынуждена отойти, и малыш оказался в опасном месте. Вместе с ними прибыл ветеринар. Он тщательно осмотрел львенка, измерил пульс, проверил зрение, движение и общее состояние. К счастью, серьезных травм не обнаружилось, лишь сильная усталость и испуг, возможно, переохлаждение и слабость от ночи в водной стихии львенка поместили в клетку, накрыли сухим полотенцем и дали немного питательной смеси, чтобы восстановить силы. Адиса и Малик вздохнули с облегчением. Теперь малыш был в надежных руках профессионалов. Рейнджеры отвезли его на станцию, где ухаживали всю ночь. Обогревали, следили за дыханием и давали необходимые подкрепления. На следующее утро Даниэлю и Патрику поручили важное задание — вернуть детеныша его матери.
Они поехали вдоль ручья, руководствуясь опытом и знанием территории, чтобы определить, где обычно держалась семья львов. Знали, какие места предпочитали львицы для отдыха и охоты, и как распознавать их тропы. Автомобиль остановился возле ограждения, у которого текла вода. Издалека Даниэль заметил львицу, идущую вдоль берега в поисках. Рядом с ней находился другой львенок, похожий на того, что сидел в клетке. Это было радостное открытие. Значит, семья была рядом. Львица издала низкий мощный рык, эхом прокатившийся по долине, и львенок в клетке сразу же отозвался. Он громко зарычал и стал метаться, пытаясь выбраться. Патрик осторожно открыл дверцу клетки, оставаясь на безопасном расстоянии, соблюдая все правила безопасности, ведь поведение взрослой львицы могло быть непредсказуемым. Малыш стремительно выскочил и бросился к матери. Львица наклонилась, обнюхала его и потерлась головой о его шерсть, показывая узнавание и любовь. Тот волнующий момент, когда мать и дитя вновь обрели друг друга. Второй львенок подбежал, и вся семья тут же сплотилась, прижавшись друг к другу, демонстрируя единство и силу семейных связей. Даниэль и Патрик улыбнулись и сделали несколько снимков, чтобы сохранить этот трогательный момент и иметь доказательства успешного возвращения детеныша. Позже они отправили Адисе и Малику фотографии и сообщение с радостной новостью о счастливом завершении истории. Когда друзья получили фотографии, они молча смотрели на экраны телефонов. Их сердца переполняла радость и облегчение. Казалось бы, обычное путешествие превратилось в историю о человечности и единстве с природой. Напоминание о том, что не только люди способны на сострадание, но и что каждое спасенное существо делает мир добрее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.